Всем привет-привет, меня зовут Акеке, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня такое видео, которое я хотела снять уже 3 дня, сегодня 3-й день. И я терпела, чтобы его заснять, потому что я хотела именно заснять реакцию боты на новость, которую я хочу ей рассказать. Точнее, историю, не то что новость. И я подумала, что вам тоже будет интересно узнать об этом. Вот. Ну, мне-то... Короче, перейду сразу к сути дела. Я прилетела с Алматы позавчера в Астану. И с кем я летела в самолете? Нет! Почему нет? Вот конец. Шучу. Нет, конечно, это только начало истории. Короче, слушай, бота. Все, I'm done. Не будешь слушать? Все. Короче, ранний утренний рейс. Я подхожу к регистрации и вижу их. Кого? Их самых. Стоят, короче, там на регистрации группой всей своей. И что-то там ждут. Ну, прилично они стояли. Ну, конечно же, я их узнала. Еще бы я их не узнала. Ну, блин, Егор, И вот стою, думаю, вау, прикольно. И все, до свидания. Нет, ну, просто это... В общем, стою. Думаю, что делать? Ну, наверное, что-то надо сделать, как бы это же найти ладно. Ну, хоть поздороваться, что ли. Да что-то я не поздоровалась. Стою и жду. Думаю, ну сейчас, наверное, неудобно будет что-то подходить к ним, беспокоить их, там, фотографировать, просить, там, или так далее. Думаю, ладно, потом, попозже, короче. Самолет на Наверное, там самолет на Кшинде, или там, может, пока будем ждать посадки. И тут прошли они, короче, я тоже прошла регистрацию. И оказывается, они тоже в Астану летят, потому что я увидела их бирки на чемодане. Ну, в Астана, да, С. Ну, Астана уж прямо. Астана уж прям. Что-то они мутят. Чё, скоро концерт будет? Только сентябрь, декабрь. Уже? Так быстро? Ну ладно, подожди. И так, короче, внутрь, ну, как бы зашли мы, всю регистрацию, весь досмотр. И сидим, ну, ждем посадки, ожидаем посадки на рейс. И они сидят, короче, вот все вот в ряду перед телеком, и я сижу. А Дима? Ну, красивые, стильные. Ну, в общем, как на сцене, такие же они в жизни. В общем, сижу я, короче, ну, я села там неподалеку, ну, где было свободно. И думаю, может быть, сейчас подойти. Ну, попросить их сфотаться хотя бы, да? А сама думаю, типа, блин, у боты же день рождения 26 августа. Вот было бы круто сейчас подойти к ним, попросить там запись, да, ну, сказать на видео. Да, конечно. Ну, хотя бы сказать на видео, типа там, бота туған күні құтты болсын, там, сабағыңа түскен құтты болсын, сабағың жақсылап оқы. Ну, что-то типа такого. Это же вообще супер классно. Да подожди ты. Я надеюсь, мы в фокусе хоть, да? Булмасах-то, суть не в этом. И, в общем, думаю, вот будет классно видео такое записать, вот бота вообще обрадуется, там, в обморок упадет от счастья. Я думаю, блин, как бы это сделать, Прям сейчас подойти, ну, что-то так народу много. Думаю, нет, все-таки подойду. И тут, короче, я встречаю директора своей школы. Директор хорошо знаком с моими родителями. Я подошла, поздоровалась. Ну, спрашиваю, как дела? Ну, короче, и потом обратно пришла на свое место, села. А этот мужчина, нет, они еще все сидят. Получается, вот они вот так вот сидят в этом ряду. Сидит вот этот мужчина, и он как бы сидит лицом ко всему залу. И если я сейчас подойду к каким-то непонятным мальчикам, которых он не знает, еще и к толпе пацанов, да, это будет как-то странно, да? Жуттың мнениесі емес, а вот именно очень уважаемый взрослый человек, тың мнениесі. Подожди, это еще не конец истории, вот. Хотя я останусь живой, типа. Не умру в свой день рождения, типа. Короче, отырмын.
как-то его тормозила, думаю, ну сейчас, наверное, будет неудобно, ладно, в самолете к ним подойду им, да. А потом началась посадка на рейс, они быстро-быстро туда прошли уже, я тоже прошла. Захожу в салон самолета и думаю, интересно, где же они сидят? А до этого вечером, когда я делала онлайн-регистрацию на сайте авиакомпании, я думаю еще, какие же места взять? Эйр Астана, реклама. Это не реклама. Обычно, когда я регистрируюсь на место в самолете, я пытаюсь подобрать такое место, которое, ну, поближе к выходу, чтобы я быстрее зашла и потом быстрее вышла. А в этот раз что-то все передние места были как бы заняты, и я думаю, может пойти где-нибудь, вот ради прикола, чисто ради эксперимента, хоть раз в жизни взять место вот в хвосте самолета. Думаю, так, вот было прикольно, потом думаю, да не, зачем мне, лучше я поближе опять возьму места. Ну и взяла, короче, максимально близкие места, захожу в салон и вижу, что 91 сидят в конце самолета. Я думаю, господи, ну что за лох, это судьба. Как всегда, вот, блин. Короче, ладно, сидела. Но плюс в том, что на вот ряду, где 3 места, я сидела одна, у меня не было соседей, я могла хоть лечь на своем сиденье. Шахрома, ну расну. Закуп, что? Эти вот успокойся, вот. Думаю, ну ладно, надо как-то уже делать это, потом делать. Сейчас сама сижу, вот так смотрю на крыло самолета и думаю, блин, я же сама не люблю вот такое делать, подходить к кому-то, просить сфотографироваться или еще что-то, потому что я смотрю на таких вот известных публичных людей, на обычных людей, по сути, они же такие же, как и мы с вами, и я подумала, вот если бы я была на их месте, ну, мне было бы, наверное, немножко некомфортно, если бы меня постоянно вот так вот доставали, да, просили бы что-то сделать. Хотя я понимаю, там фан-сервис, все дела, но с другой стороны, раннее утро, может быть, они не хотят фотографироваться, да, может, они думают, там, типа, ну, не выспавшийся, уставший, там, и так далее. Короче, куча причин в моей голове, но потом думаю, господи, да это же все ради боты. Бота! Женись на мне, Дима. Потом думаю, ну блин, она же будет так счастлива. Она же моя подруга, столько для меня сделала. Что я не могу, что ли, хоть раз в жизни переступить через свою гордость и пойти? Да, именно слово Хашабот, так она сделала или нет? Узнаем следующий выпуск. Короче, сижу, смотрю фильм, но не слушаю фильм, у меня все мысли об этом, как бы сейчас подойти к ним и попросить их, там, не знаю, сфотаться, ну лучше в идеале, короче, на видео сказать пожелание после. Потом думаю, что-то мне в туалет хочется, короче. Радость. Неужели не? Иду, короче, в заднюю часть самолета, зашла в туалет, и потом стою, думаю, как же подойти? Они, оказывается, сидят вот прям, получается, вот, я сижу как в центральной части самолета, ну, средней части самолета, потом идет туалет, и потом начинается хвостовая часть самолета, и вот они прям в первом ряду хвостовой части сидят. То есть я сразу их вижу, как выхожу из туалета. И вот я стою, думаю, блин, попросить, не попросить, попросить, не попросить. Вообще, мое жизненное кредо. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Потом думаю так, соберись, огарке. Это не ради тебя, это ради другого человека, который абсолютно будет счастлив, если я это сделаю. Так что соберись и вперед, короче. Уф, дед, да, и выхожу из туалета. Такая раз, смотрю на них налево и делаю вот так. Боже мой, что я делаю? То есть я вот выхожу, и там идет 2 ряда по 3 места. С этой стороны ко мне, если на них смотреть, сидят Эйс, Бала, Зак, да? Потом Алем, Эйзи и кто-то еще. Бала кушал свой сэндвич там. Нет, Алем смотрел там что-то по телеку, но в наушниках сидел и такой посмотрел на меня, типа, а что с ней?
я тай, бота. За что мне? Вот это. А, боже, как мне было стыдно, я сквозь землю готова провалиться была. Ну, это все, назад пути нет, они меня точно заметили. А на регистрации вообще я встретилась взглядом с Эйсом, и среди всех них, вот 5, на тот момент мне показалось, что Эйс был самый такой, ну как бы, железда, да, вот открытый он был. Я думаю, подойду к нему, короче. Джо Перлсон надевает. Перлсон надевает. Я же говорю, на тот момент. А оказывается, все это... Нет, учитывайте, пожалуйста, что это было раннее, очень раннее утро. Регистрация началась в 5 утра. Так что это нормально, если они были немножко не в духе. Это абсолютно нормально. Сөйтіп, короче, я подошла к Эйсу и такая, и говорю, саламатсыздар ма, кешіріңіз, сіздермен суретке түсуге болады ма? Включила сейчас свое природное очарование. Но, кажется, не сработало. И Эйс сказал мне, бұйыртса түскен кезде суретке, шыққан кезде суретке түсейік. Я такая, жарайды. Жарайды. Развернулась и ушла на свое место. И думаю, господи, какой позор. На данный момент в своей жизни, это, по-моему, в моей памяти, это мой единственный такой позор, такой облом конкретный. Зак спал. Он, кажется, немножко так проснулся, когда я подошла, типа, что за... И дальше такой. На Эйзи, если честно, не посмотрела, простите. Просто, когда Лем на меня посмотрел таким взглядом, типа, что за непонятная чувиха, я уже в ту сторону смотреть боялась, мне было просто очень стыдно. В общем, до конца полета я думала о своем позоре. Потом думаю, блин, а вот что теперь делать, шыққан кезде мне снова к ним подойти? Или не подходить и просто забыть об этом позоре, как о страшном сне. Потом, когда мы вышли уже, я стою багаж, они что-то, ну я так боковым зрением тоже заметила, что они там стоят, ждут свой багаж, я позвонила своим родителям сообщить, что все нормально, я долетела. И потом, ну, с другой стороны, в глубине души я надеялась, что они уйдут, и мне не придется подходить к ним снова и позориться. Так и случилось, они уехали. Бота, прости, у меня нет видео с поздравлением на твой день рождения. То я честно старалась, видит Бог. Иди. Еще вот так вот думаю, короче, если я сейчас успею взять багаж до того, как они уйдут, и мы как-то столкнемся, потому что они стояли ближе к выходу, ну, в смысле, по пути к выходу, и если я с ними вдруг столкнусь, и если вдруг Эйс супер вежливый, с прекрасным фан-сервисом, своим замечательным нежным голосом скажет мне, «Суретке түскіңіз келмейді ма?» Я скажу, «Да!» Я скажу, «Білесіз ба, сіздер шаршап тұрсыздар, көріп тұрмын, давайте келесі рет суретке түсеміз, мен түсінемін сіздер». Деп уйду, деп я думала. Unless you have tried. Өкініп отқан жоқпын, но просто я хотела вот вам что сказать на будущее. Типс. Не подходите в самолетном шине. Желательно в таких местах, наверное, не подходить к публичным людям, потому что, скорее всего, вам откажут. Скорее всего. Потому что, как бы, ну, понятное дело, люди в дороге, они уставшие, может быть, они выглядят не настолько хорошо, и им не хотелось бы быть запечатленными на фотографиях или на видео в таком виде, да? Возможно, такой есть вариант. Маме слушайте, курсе, quite Еще есть такой вариант, что вам могут отказать просто потому, что это не такое место, где они как бы
должны раздавать автографы или там фотографироваться с вами. Это не фан-встреча. Все равно им может быть неудобно. Вот, что я хотела сказать. И не... Ну, значит, я такой лох. Что я могу сказать? Да. И это... Что... А, еще не ведите себя, пожалуйста, как это... Крейзи фанатки. Как она, ты При том, что я даже не фанатка. Ну, Бота, ну ты представь мне, ты меня знаешь, я не такой человек, который будет приходить там кому-то так и да, кого-то доставать. Это стоило мне большого труда. Это был опыт из жизни. Да, что было какие-то смешные моменты, это то, что стюардессы, каждый раз проходя мимо меня, были такие довольные, такие счастливые, они улыбались вовсю, потому что несли пледы им туда, в хвостовую часть самолета. Да. Я еще думала, Может быть, стюардесса здесь. я еще думаю, типа, им или не им. Потом, когда пошла в туалет, оказывается, им. И тогда я поняла, почему стюардессы были так счастливы нести пледы. Вот реально у них у всех на лицах было написано вот это, знаешь, блаженство такое. С одной стороны это прикольно, но с другой стороны это так смешно. И вот в этот момент, когда я сделала вот так вот, я выглядела как эти стюардессы, и мне было так неудобно. Так что, дайте Иван, если вы это смотрите, простите меня, пожалуйста, я вас не хотела обидеть. Не хотела вторгнуться в ваше личное пространство. Но так получилось. В курсе, да, вообще? Ну да, позорище будет, двойное позорище. Позор мальчика. Еще знаешь, Клетни. ну, если я подниму вам настроение, я очень рада. А еще что самое, знаешь, что самое прикольное? Вот последнюю неделю до полета, каждую ночь перед сном, я думала, вот будет прикольно, если кого-нибудь в самолете встречу, какую-нибудь знаменитость. Вот кто бы это был? Мысли материализуются, да. Ну, конечно, не в таком масштабе, потому что я-то мечтала, что я встречусь с Тегеном из 2PM. Ну, потому что он классный, он красивый, он очень талантливый, он снимается сейчас в сериале, который я смотрю «Сразимся, призрак». Он хорошо там играет, что не так уж и часто встречается среди айдолов, и он говорит на английском. И мы могли бы с ним общаться. И еще я мечтала, что мы будем лететь рядом, сидеть вот прям. Да. С моим холмом сам здесь. Of course not, Бота, о чем ты? Тогда я... Видишь, Тогда... Да. Но нет. Нет, вот реально, вот мне было бы интересно пообщаться с такими людьми, не как вот фанатка. Я, кстати, не супер фанатка 2PM или Тегена. Мне просто нравится, да. Мне просто вот нравятся, мне симпатичны некоторые люди, некоторые группы, некоторые личности, и вот мне было бы интересно пообщаться с ними в жизни, как с обычными людьми. И вот я думала, мы будем лететь куда-нибудь, может быть, в Америку, часов 12, а может больше. Будем общаться, да. И я не буду вести себя как фанатка. И в конце концов я скажу, давай сфотаемся так на память. Или он вообще скажет, давай сфотаемся на память, что еще лучше. Я такая скажу, да, конечно, давай. Андрей потом, вау! Отправь мне, да? По Gmail. Или по номеру телефона. Фламс, да? В общем, мысли материализуются, мечтайте по-крупному. Все. И тогда хоть какая-то часть вашей мечты исполнится. Ну хотя скоро курим в конце. Ну да. Вот. А нам уже надо бежать. И спасибо большое, что посмотрели это видео, посмеялись. Просто лично хотела тебе сказать и заснять твою реакцию. И людям рассказать о своем позоре. Это первый раз, как человек делится со своим позором. Ну, я как бы не страдаю никакими особо сильно комплексами. И как бы доля самоиронии еще никому не мешала. Да, посмеемся надо мной, посмеемся вместе со мной.
Так что спасибо за просмотр. Всем удачи, любви, счастья. Желаю вам, чтобы вы когда-нибудь столкнулись со своими кумирами и все-таки получили у них автограф или сфотографировались с ними. Удачи всем. И 91, мы с вами еще встретимся. Пока. Да, рахмет агырке. Осындай күшті эмоция сыйлаған үшін. Ухожу. Все. It's going awkward and awkward. Все, пока. Спасибо за просмотр.